В небольшом городке, где все знали друг друга, настал день, который запомнится многим. Молодая женщина по имени Лена пришла в местную больницу, чтобы родить своего первого ребенка. Она была полна волнения и радости, готовясь к этому важному событию. В больнице ее встречали доброжелательные акушеры и медсестры, которые внимательно следили за процессом родов, создавая уютную и спокойную атмосферу. Лена и ее муж, Алексей, были счастливы и с нетерпением ждали появления на свет своего малыша. Время шло, и, наконец, настал долгожданный момент. Когда ребенок появился на свет, акушеры заметили что-то необычное. Они обменялись недоуменными взглядами и, не теряя времени, вызвали полицию. Врачи были в шоке. Новорожденный был совершенно черным. Скоро в больницу прибыл инспектор полиции Петров вместе с коллегами. Они вошли в родильное отделение с серьезными лицами, и Лена с Алексеем почувствовали, как в воздухе повисло напряжение. Инспектор начал задавать вопросы, пытаясь выяснить, что произошло. Лена и Алексей, шокированные и растерянные, не могли понять, почему их счастье обернулось подозрением. «Мы не знаем, что и думать», — сказала Лена, ее голос дрожал от волнения. «Это наш ребенок, и мы его очень любим». Она взглянула на своего новорожденного сына, который мирно спал в кроватке, и ее сердце наполнилось материнской гордостью. Петров, заметив эмоции родителей, продолжал задавать вопросы. Он спросил о семейной истории и происхождении. В это время Лена вспомнила о своем близком друге из Африки по имени Амар, который часто навещал их. Она рассказала об этом инспектору, и в воздухе повисла надежда на разрешение ситуации. «О, так значит, у вас есть друг из Африки?» — уточнил Петров, его выражение лица смягчилось. Он начал осознавать, что это могло быть просто недоразумение, вызванное генетическими факторами. Лена и Алексей объяснили, что Амар часто приходил в гости, и они даже обсуждали возможность его участия в жизни их семьи. Это было важным моментом, который помог инспектору понять, что у малышки есть все основания выглядеть так, как она выглядит. Петров осознал свою ошибку и принес извинения Лене и ее семье. Он объяснил, что полиция обязана расследовать любые необычные случаи, но иногда возникают недоразумения. «Я искренне прошу прощения за беспокойство», — сказал он, и Лена почувствовала, как напряжение начинает отступать. Ситуация быстро стала предметом обсуждения в городке. Люди начали осознавать важность толерантности и понимания в таких ситуациях. Вскоре после инцидента в местной газете вышла статья о Лене, Алексе и их новорожденном ребенке, которая поднимала вопросы о расовых предрассудках и необходимости принятия различий. Лена и ее семья стали символом преодоления предрассудков и единства в городке. Местные жители начали обсуждать, как важно смотреть на людей не по цвету кожи или происхождению, а по их характеру и доброте. В конечном счете все поняли, что мы все люди, живущие на одной планете, и должны уважать друг друга, несмотря на различия. Прошло несколько недель, и Лена с Алексеем, несмотря на все переживания, стали активно участвовать в обсуждениях о толерантности и взаимопонимании в их сообществе. Они организовали встречу с соседями, чтобы поделиться своей историей и обсудить, как важно создавать дружелюбную и поддерживающую атмосферу для всех. На встрече Лена поделилась своими чувствами. «Я никогда не думала, что цвет кожи моего ребенка станет причиной подозрений. Это научило меня, что важно говорить о своих переживаниях и делиться своими историями». Ее слова тронули сердца многих, и вскоре в городке начались инициативы по повышению осведомленности о расовых предрассудках. История Лены и ее ребенка стала не просто личной, но и общественной. Она напомнила всем о том, как важно открыто говорить о своих страхах и недопониманиях, чтобы создать более терпимое и дружелюбное общество. В конце концов, все поняли, что любовь и доброта – это то, что действительно имеет значение, и что каждый из нас может внести свой вклад в создание лучшего мира. Дорогие друзья,
Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.